Вы знали, что на самом севере Японии есть очень неплохие места, чтобы умереть? Мы приехали в Саппоро и сегодня будем смотреть кладбище. Я был на многих кладбищах мира, но я нигде не видел такой красоты, как Япония. Вообще у японцев все кладбища неплохие, но тут особая красота. Это кладбище Макаманае-Такина, оно расположено на южной окраине Саппоро. И тут 15 лет стоял огромный Будда, который никому особо не нравился, в том числе он не нравился заказчику. И чтобы исправить эту ситуацию, японцы пригласили легендарного архитектора Тадао Андо. И тот решил, что сам по себе Будда это довольно скучно, поэтому было бы круто его спрятать в холм, чтобы торчала одна макушка. Поэтому теперь вокруг Будды сделали такой гигантский холм, который больше напоминает вулкан с лавандовыми склонами. Да, на холме высадили 150 тысяч кустов лаванды, благодаря чему летом он фиолетовый, весной зеленый, а зимой белый. Холм почти полностью скрывает статую Будды, статуя высота 13,5 метров, так что чтобы попасть внутрь холма к статуе, нужно пройти по 40-метровому бетонному туннелю, обогнуть препятствие в виде водного сада, больше похожего на прямоугольный бассейн. Пойдете смотреть. Вот, собственно, мы вначале проходим по 40-метровому туннелю. Видите, он такой ребристый, 40 метров туннель, и мы уже видим основание Будды, который вот здесь вот восседает. И уже здесь такое вот ощущение очень крутое, волнительное. Вот он начинает появляться перед зрителем. И вот мы видим Будду, голова которого она обрамлена нимбом неба голубого. Ну и, собственно, вот как Тадао Андо описывал свой проект. Голова великого Будды. Название отражает его необычный впечатляющий вид. Он находится в гармонии с окружающим ландшафтом в любое время года. Таким образом, он становится новым символом кладбища. Здесь вот у Будды постоянно меняется освещение. Он в любую погоду смотрится по-разному, особенно, говорят, интересно он смотрится зимой, когда на него падает снег, и он так немножко припорошен снегом. Вот так вот, видите, полная парковочка. И если раньше к Будде приезжали люди только чтобы там помолиться, то теперь это стало такой точкой притяжения. И вот его макушка видна над холмом. Это, кстати, очень важный момент, и если вы обратите внимание, некоторые страны, они вкладывают много денег. Казалось бы, да, какой смысл тратить кучу денег, строить какие-то такие сложные сооружения, платить много денег архитектору, но на самом деле это все многократно окупается, потому что приезжают туристы, вы создаете точки притяжения. Именно поэтому, да, не нужно смеяться над арабами, которые строят свои насыпные острова, самые высокие здания в мире, да, с экономической точки зрения сам по себе этот объект может быть и не выгоден, но если посмотреть на тот же самый Дубай, который за несколько десятков лет стал одним из главных мировых центров туризма, куда со всего мира стекаются люди и деньги, то вы убедитесь, что на длинной дистанции они были правы, и они в пустыне действительно создают чудеса, которые многократно себя окупают. А мы продолжаем изучать кладбище вокруг Саппоро, и мы приехали на какое-то мемориальное кладбище уже на севере от города, и оно знаменито тем, что здесь очень много цветущих вишневых деревьев. Я так понимаю, заготовки под будущие могилы, и выглядит просто невероятно. Идеально ровный газон, эти вот идеально ровные ряды этих камней. Ну, конечно, японцы молодцы. А там вот уже эти надгробные плиты стоят. И только по американскому образцу, то есть просто камень и все. Нет ни заборчиков, ничего. И смотрится, конечно, это очень стильно, красиво. Еще вот сейчас сакура везде цветет. Проблема в том, что это кладбище работает до 5 часов. И теперь здесь висит замок, и непонятно, как его открыть и как отсюда выехать. И, по-моему, здесь никого нет. Все, мы в западне. Друзья, мы в Саппоро. Саппоро — это крупнейший город на острове Хоккайдо, на самом севере Японии. Здесь
население почти 2 миллиона человек, очень большой город. Его, наверное, можно было бы сравнить с каким-то нашим миллионником. Давайте посмотрим, как выглядят провинциальные крупные японские города. Первое, что меня удивляет, чем Саппоро не похож на все другие города, это то, что здесь какой-то бардак с велосипедами. Велосипеды здесь стоят где попало, их не ставят на платных парковках, и это ужас и кошмар. Немножко про климат в Саппоро. Он не то чтобы очень суровый, но зимой здесь стабильный минус и снег. Местных это не пугает, и они с удовольствием ездят на велосипедах. Друзья, обратите внимание, сколько велосипедов. И опять же, мы с вами говорим про то, что с климатом не повезло, и в российских городах на велосипедах ездить нельзя. Саппоро ездят. Вот климат Саппоро, он очень похож на климат центральной части России. Зимой стабильный минус. Тем не менее, круглый год японцы используют велосипед. Мы с вами в центре города. Как таковой исторической застройки здесь нет. Есть несколько таких красивых зданий, которые стали достопримечательностями, там типа Сити-холла, башня с часами, такой небольшой деревянный домик, не знаю, почему они называют его башней. В общем, в целом застройка такая вот довольно унылая, особенно унылая она смотрится днем. Ночью все это повеселее, когда зажигаются огни, кучу рекламы и вот этих вот цветов, и улицы, они как так расцветают. А днем все такое вот серенькое, уныленькое, грустное. Ну, типичный японский город. Вообще, японские города, они очень похожи друг на друга. Если не брать какие-то, опять же, исторические центры с ярко выраженной идентичностью, то в основном, как и в России, мы не можем отличить Омск от Калининграда и Новосибирска. Если речь идет про спальные районы, то же самое и в Японии. Если мы не находимся в каких-то знаковых местах, то понять, в каком конкретно городе, очень сложно. Значит, относительно всей вот этой вот рекламы и крупных этих рекламных конструкций, которые не крепят на фасады, да, вот у нас вот многие, когда ты пишешь про дизайн-код или про крупноформатную рекламу в центре города, многие приводят там пример, а вот в той же самой Японии везде эта реклама есть, и всем нравится, и все на ее фоне фотографируются, так замечательно. Это немножко другая история. В данном случае реклама и вывески, они являются частью архитектуры зданий. Да, здесь хороший пример, это Таймс-сквер в Нью-Йорке, где новые дома, которые они строят, они уже не делают там никакие фасады, потому что весь фасад — это чисто реклама. И архитектуру площади формируют эти огромные супердорогие рекламные поверхности, которые там компании выкупают на несколько лет за какие-то миллиарды долларов. И никаких зданий там уже нет. Если вы посмотрите на все новое, что на Таймс-сквер строится, то там просто строится бетонная коробка, которая обвешивается этими медиафасадами, на которые потом пускается реклама. И в данном случае архитектура этой площади, она формируется чуть из рекламных щитов. И это принципиально отличается от того, когда берется историческое здание и оно уже уродуется и обклеивается какими-то рекламными конструкциями, неуместными вывесками и так далее. Вот. А в случае с Москвой вполне нормально, например, когда на Новом Арбате все вот эти вот книжки дурацкие, которые там построили, их используют там под рекламу или там все горит вывеска. При том, что и про Новый Арбат можно вспомнить, что это первая советская улица, которая вся была в неоновой рекламе. В общем, все эти яркие фасады, рекламные конструкции, они вполне могут быть. Главное, что всему должно быть свое место. Вот коробка, да? Вот стоит она без рекламы и стоит. Кошмар какой. Похоже на шахту или что-то недостроенное. Совершенно случайно мы попали на слет любителей очень странных машин. Значит, я понял, задача, как можно, чтобы она была ниже и как можно более странные колеса. Она же... Что ты сделал? Ему самому смешно. Да. То есть, чтобы вы понимали, он настолько здесь изуродовал эти колеса, что они трутся, тут нет никакого зазора. В общем, видимо, это как-то стиль называется. Тут палец не пролезет. Диски вообще такие. Тут с коронами болты. Не, они сумасшедшие, я не знаю. Не, ну приятно то, что они сидят и не понимают, что они сделали что-то не то. Они сидят и ржут над своими машинами. Что это такое? Что у него с задним колесом? У тебя вот тут вот зазор должен быть, пару сантиметров. Вот у меня рука еле пролазит туда. Ладно, все, до свидания. Бай. Ну что, чем бы молодежь не тешилась, лишь бы не курила, хотел сказать, а они курят, сидят. Это молодежь. Просто ввиду того, что эта молодежь свернула с верного пути
как видно по их машинам, им, конечно, нужно было родиться в Дагестане. То есть вот это такие вот чисто, когда берется какая-нибудь старая машина или, ну, такая не очень хорошая машина, например, Лада Приора. Из этой Лады Приоры, а там она вот это, там подрезаются у нее эти пружины, делается что-то с колесами, какие-то диски, вот все вот эти вот извращения. Конечно, где-нибудь в Махачкале они пользовались успехом. Здесь, на улице, в Саппоро, хотя, может быть, Саппоро — это местная Махачкала, я не знаю, но, судя по тому, что кроме меня зрителей у этого шоу не было, они не пользуются особым успехом. Вот эти престарелые хипстеры, ведущие нездоровый образ жизни. Кстати, напишите в комментариях, что у них с колесами. Зачем они их так наклоняют, как это называется. В Саппоро, как и во многих других городах Японии, есть трамвайчики. Это самая северная в стране трамвайная система, и только здесь используют трамваи-снегоуборщики. Наряду с современными трамваями в Саппоро работают еще исторические вагоны. И что характерно, никто не жалуется на их неэффективность и не пытается распилить на металлолом. Несмотря на всю прелесть старых вагонов, они, к сожалению, низкопольные, и пассажирам с чемоданами, конечно, не очень удобно. В 2015 году в городе впервые за полвека открыли, кстати, новый участок трамвайной сети. Сейчас в Саппоро есть 4 маршрута. Это, к слову, о том, что у нас во многих городах говорят, что трамваи не устарели, что трамваи нужно сносить. И у нас сейчас происходит такой геноцид электротранспорта по всей стране. А японцы, как и европейцы, они развивают трамваи, они берегут свои трамвайные системы, потому что понимают, что за трамваем, ребята, это будущее. Они вот здесь сделали такой остановочный павильон для трамвая. А чтобы народ так вот не высовывался сюда, чтобы посмотреть, идет ли мой трамвай, есть зеркальце, такое вот удобное зеркальце. И можно в зеркальце наблюдать, идет трамвай или нет. На главной улице они сделали очень странную вещь с трамваями. Трамвай почему-то идет не по центру дороги, а он идет вдоль тротуаров. Это, конечно, глупость. Так делать нельзя по нескольким причинам. Во-первых, если вы пути пускаете вдоль обочины, у вас возникает слишком много пересечений. То есть теперь каждый поворот — это дополнительное пересечение, и увеличивается риск ДТП, и нельзя полностью пути обособить. То есть через эти пути постоянно проблема возникает с правыми поворотами, а с точки зрения японцев с левыми поворотами, потому что у них правостороннее движение, левостороннее движение, праворуль машины, левостороннее движение, да. В общем, с левыми поворотами у них возникают проблемы и много точек пересечения, в отличие от того, когда пути идут по центру. Во-вторых, при такой конфигурации путей нельзя организовать параллельную парковку вдоль обочины, а также проблема с высадкой пассажиров. То есть, если вам, например, нужно кому-то остановиться, или, например, если у вас автобусная остановка, то нужно занимать рельсы, как здесь. И это будет создавать дополнительные помехи для трамвайного движения. Везде трамваи пускают по центру дороги, потому что пути можно обособить, потому что у вас минимум пересечений и меньше конфликтных ситуаций возникает. А еще в Саппоро есть метро. Система состоит из 3 линий, которые пересекаются в центре города. И в метро Саппоро 49 станций. Поезда тут не совсем привычные, они на резиновых колесах, как во Франции. У нас, когда протечка, ставят ведра, а японцы такие штуки делают. Видите, пленку и проводки в водоотвод. Здесь вон целая драма, что нельзя делать. Следите, чтобы платье не попало, не ударьтесь головой, не отпустите чемодан, не бегите, чтобы никого не сбить, не толкайтесь, чтобы дети не катались, и осторожно на спуске не врезаться в спину соседа. Это в минутах показано, сколько до какой станции ехать. Это схема поезда 6 вагонов, и где там будет лифт, где лестница, где эскалатор, чтобы можно было сразу занять нужный вагон. Вот так вот выглядит автобус в городе Саппоро, называется Чиобас. И что интересно, вот здесь на борту нарисованы у него все карты, которые там принимаются. Это разные карты. Тут в каждом городе на разных транспортных системах есть разные карты оплаты. Но, что интересно, они все действуют по всей стране. То есть можно купить себе в Токио карту и
с ней ездить по всей Японии и платить за проезд во всем транспорте. Работают они практически везде, наверное, вообще везде, но кроме этого их еще принимают в магазинах. Даже если у вас остались деньги, можно в аэропорту заплатить. То есть в аэропорту, в duty-free на кассах всегда стоит терминал приема этих карт. В общем, вот эти вот транспортные карты, то, что Суйка в Токио и в других городах они по-другому называются, они действуют по всей стране. Очень удобно, не надо один раз купил, не надо вообще задумываться о покупке билетов на транспорт. Главное вовремя пополнять их. Прям попали в район, где одни клубы. А здесь куча, это любимая тема у японцев, все эти автоматы, которые что-то вылавливают. При этом, видите, начиная от банок с энергетиками, какой кошмар. Одна попытка стоит 100 йен. Это банк, по-моему, столько стоит. Я не знаю вообще, кто в это играет. Да, сейчас будем тянуть вот этого желтого урода. Нормально, давай. Хоп. Не, ну здесь, слушай, это же так все построено, что эта хрень, она никогда его не вытащит. Ну, он тяжелый, он здесь и лежит. Это обман. Обман. Это правда обман. И, ребята, обратите внимание, что можно всеми карточками транспортными здесь расплатиться. То есть у них вот эта оплата транспортными картами, она повсюду. Удобно для школьников. Мама тебе дала деньги на проезд, ты прошелся до школы пешком, ты спортсмен, а сэкономленные деньги идешь и тратишь в игровых автоматах. Кстати, что еще круто в Японии, у них повсюду какие-то вот эти вот зверушки, мультяшки, я не знаю, там, маскоты, талисманы, как их правильно назвать. То есть везде, на объявлениях, на табличках, вот даже здесь, да, нельзя ездить на велосипеде, на машине, что пешеходная улица, это не просто знак, да, тут такой милый, я не знаю, кто это, котик, мишка, какая-то зверушка. И в каждом городе, в каждом месте есть какие-то свои герои, свои персонажи, и это очень круто. В Саппоро сохранились кое-какие исторические здания. Например, вот этот вот белый дом в парке Накадзима называется Хохайкан. Он был построен в 1881 году для приема высокопоставленных гостей. В частности, здесь на ночлег останавливался сам император Муцухита. Сейчас дом сдается под свадьбы, корпоративчики, ну или можно просто прийти туда на экскурсию и посмотреть. Экскурсия, кстати, бесплатно. А сам парк, где этот дом находится, очень крутой, потому что вокруг высадили много вишневых деревьев, которые весной потрясающе цветут. Кстати, относительно цветения сакуры, в Японии, как вы знаете, это одно из таких главных событий, на которые со всего мира съезжаются туристы, и у них есть различные сайты, которые показывают, в каком регионе, когда будет сакура цвести. Начинается все это в марте, в апреле, и вот сейчас начало мая, и на севере до середины мая можно встретить цветущие деревья. Поэтому, если хотите поехать в Японию и насладиться цветением сакуры, изучайте сайты, выбирайте место. Как говорят, самая жесть — это приехать в Киото или вот в Осаку. То есть такие самые туристические места, туристические города, потому что какие-то нереальные толпы, там ничего нельзя нормально сфотографировать, поэтому лучше выбирать какие-то более отдаленные и не такие туристические районы, где можно в уединении насладиться красотой цветущей вишни. Как вы знаете, японцы жуткие перфекционисты, и все, за что они берутся, становится рано или поздно идеальным. Они взяли у американцев технологию вот этих вот чудо-туалетов и довели до совершенства. Они взяли дерево и сделали из него бонсай. Они взяли мясо и превратили это мясо в какое-то невероятно что-то вкусное, мраморное. Просто чудо. Они, конечно, доводят до совершенства все, к чему прикасаются. И парки здесь не исключение. Японские парки невероятно крутые. Очень красиво, особенно когда подует легкий ветерок, и эти лепестки цветов начинают, как снежинки, опадать с ветвей. Вот, а народ сюда еще приходит, вот у кого-то праздник, и часто можно увидеть, как люди переодеваются в кимоно и фотографируют в таких национальных костюмах. Очень здорово. В некоторых городах, кстати, их сдают на прокат. То есть, например, в Киото там прямо есть пункты проката вот этих вот костюмов. И туда все приезжают, наряжаются, я вам про это рассказывал, и ходят все в цветастых кимоно и делают классные фотографии. Главная достопримечательность Саппоро — это вот этот вот чудесный домик, а точнее башня с часами. Почему-то главная достопримечательность непонятна, потому что так внешне не выглядит как чем-то великим, но она везде изображена. Я совершенно случайно выяснил, чем она знаменита. Это, оказывается, старейшее здание в Саппоро. Построено было в 1878 году, и из-за того, что это старейшее здание, она теперь является главной достопримечательностью.
Кстати, что интересно, в тот год, в 1878, когда эту башню построили, был основан Томский университет. Возможно, эти события как-то связаны. Также в 1878 году был сформирован футбольный клуб Ньютон-Хилл, который сейчас называется Манчестер Юнайтед. Что еще интересного произошло в 1978 году? В Берлине зарегистрирован патент на изобретение сетки рабицы. Слушайте, был потрясающий год. То есть эта башня, она символизирует вот очень много важных событий в истории человечества. А вот посмотрите, как работает бригада японских мусорщиков. На улицах очень чисто. И вот такие вот специальные люди, они идут и поднимают маленькие бумажечки, окурочки. Вот если что-то там вот лежит, ведь он идет и поднимает такие совсем маленькие бумажечки. Идет 3 человека по улице и все вычищают. Поэтому у него специально есть баночка для окурков. Вот. Они все в таких белых одеждах, в рубашках. Очень круто смотрятся. Единственное, я не очень понимаю, почему у них такие короткие щипцы, и им приходится, видите, каждый раз наклоняться, чтобы что-то поднять. Вот. Ну а в целом Саппоро, конечно, типичный японский город. Безумно интересный в плане деталей. Но с точки зрения архитектуры, городской среды, здесь довольно грустно. Самый кайф в Японии – это то, что город невероятно справедливый. Вот это слово «справедливый», «удобный», «комфортный», «безопасный» – те эпитеты, которые я к городам применяю, очень хорошо чувствуется в Японии. Да, города здесь некрасивые, да, они, может быть, не такие живописные, как наши, они скучные, бетонные и так далее, но достаточно просто взять в руки коляску, взять в руки чемодан, чтобы пройти по японскому городу и понять 100% доступность для тебя любого места. Идеальный комфорт, чистота, никаких помех, никаких преград, супер удобно, все супер продумано. Вот за это можно любить японские города и простить им даже вот такую вот убогость и серость архитектуры. И это японская деревня, посмотрите. Такие тут дома прямо на берегу моря. И сейчас отсюда должен будет открыться какой-то фантастический вид. И вот он, закат на берегу океана. Здесь остатки старого пирса. Здесь какой-то японский фотограф что-то там делает. А вдалеке вон дети разжигают костер. Я решил прогуляться по пирсу старому. И как обычно со мной бывает, дойдя, можно сказать, до середины, я понял, что он немножко проржавел. Я не знаю, можно ли сюда наступать. Выглядит это все ненадежно. Тут какие-то вот дырки. Но зато очень красиво. Смотрите, какая красота здесь. Вот он. Там народ на лошадках приехал. Вот на Хоккайдо. Просто красота. Красота. Кстати, примерно то же самое может быть у нас на Курилах. Если ими наконец-таки займутся. И можно будет приезжать не в Японию, а можно будет приезжать там на Курилы и наслаждаться такой вот фантастической красотой этих мест.